Так, напишем сегодня портрет Алисы. У меня есть вот такой чудесный референс. Начинаем с того, что разбавителем очень жидко я намешиваю оранжево-коричневую краску. То есть примерно в такой консистенции жидкой. И вот этим вот жидким цветом, не сильно важно какой сейчас цвет, средний тон какой-нибудь примерно кожи. Вот, без белых, без использования белых цветов. Нахожу силуэт, силуэтную форму. Еще хочется сразу потемнее, беру больше коричневого. И формат я подобрал на холсте, точнее холст у меня 40×50, и формат на планшете, фото я сделал тоже 40×50, чтобы упростить себе задачу поиска композиции. Вот. Сейчас прям практически все заливаю цветом, ну не практически, а все. Чуть больше не оранжевого добавилось, ничего страшного, я его размешиваю. Шея, чуть-чуть, рука. То есть у меня сейчас задача здесь показать максимально точно ее, собственно, формы, найти схожесть, и потом от себя добавить уже каких-то элементов дополнительных по цветам, чтобы она была еще более интересной. Силуэт я сейчас нашел. Получается, следующий этап я немножко более так уже точно нахожу, отделяя волосы от лица. Беру прям, можно чисто коричневый наш уже умбра ленинградскую натуральный. И нахожу, отделяя волосы от лица. Задача моя показать вам максимально простой подход к нахождению портрета, написанию портрета. Когда мы отделили волосы от лица, у нас остается, получается, лицевая часть, которую мы примерно можем поделить на 3 части. У детей немножко, конечно, верхняя часть больше, чем у взрослых. Соответственно, глаза, наверное, чуть ли не посередине у нас будут. Я не буду сейчас показывать построение, я прям покажу, как я обычно пятнами закладываю. То есть у нас вот я вижу, лоб я оставляю примерно, как мне по ощущению, какой он по размеру. И сразу закрываю глазные впадины более темным цветом. Нос у детишек меньше, маленький. Ну и тут он, по сути, вот если посмотреть по бровям и по подбородку, нос примерно посерединке, теневая часть. Вот. И вот эту теневую часть, в принципе, красно-оранжевым таким можно сразу уже закрыть больше, более плотно. Так как кисточка у меня была смесь с коричневым, она немножко и пачкается. Я тут теневую часть все закрываю. Шею тоже. И руку тоже. Вот, у нас немножко есть наклон головы. То есть немножко вот сюда глазки в бок, губки тоже. Соответственно, мы это фиксируем, добавляем. Так, для того, чтобы немножко, во-первых, эта часть у нас сейчас подсохла, и для того, чтобы не было белых у нас на холсте, мы замешиваем цвет фона. Мне здесь хочется замешать, вот у нас там есть на фоне, немножко какой-то зеленоватый, грязный, с нашим оранжевым. У нас получается вот такой цвет. В принципе, можно сделать вот здесь, как и на фото, более темный внизу. И потом добавить светлого сверху. Такой цвет у нас, чтобы был. Кисточку вот эту я, если хочу поменять цвет, я ее беру, протираю. И получается, намешиваю более светлый. Взял турецкую голубую за основу и намешал вот такой вот светленький цвет, такой грязненький немножко. Нам сейчас задача просто закрыть белый, чтобы он не мешался. Но в тонах похожих, каких вы хотите в итоге получить. То есть, чтобы сразу тон у нас был близок. Потом немножко подмешиваю сюда розового, у меня получается такой более фиолетовый цвет. Немножко грубоватый, у меня как будто у нее платьишко такое немножко с фиолетовинкой.
Я его сразу тоже закрываю в этих цветах. Так. Вот у нас мы практически избавились от белого. Прошло у нас 7 минут. Нормально. Сильно на этот этап времени не надо закладывать много, потому что иначе будете уже делать то, что не нужно. Так, ну сейчас лицо кажется большое относительно нашего референса. Мы сейчас будем уже править. У нас кисточку уже беру чуть-чуть поменьше. И получается сейчас у нас задача. Снимаешь, брат? Сейчас уже задача начинать немножко уточнять. Беру опять коричневый. И еще точнее закладываю волосы. И часто иду сверху вниз. Вверх у нас обычно зафиксирован по композиции. Уже его сильно вверх, например, не подвинешь. Вниз можно подвинуть. Я уже более точно, более плотно. Сейчас уже работаем по консистенции более плотно. То есть до этого более жидко. Сейчас, так как у нас уже холст жидкий, нам уже растворитель по сути не нужен. Поэтому я уже беру прям чистый цвет. Коричневый бывает добавляю синего, чуть-чуть бывает добавляю бордового, для того, чтобы немножко либо захолодить, затемнить, либо немножко потеплее, чтобы был оттенок. Очень часто, когда пишем детей, у них вырастает нижняя часть лица больше, чем нужно. Вот я сейчас волосы как будто сделал точно, и если относительно них смотреть, вот здесь вот у нас лицо должно начаться вот где-то здесь вообще. То есть я это беру сейчас, еще уточняю по пятнам. Глаз этот темнее, лоб темнее, носик меньше. Вот, губы выше. И вот у нас так и получается, что где-то здесь будет лицо. А лицо относительно волос, сейчас смотрю, смотрите, чтобы видеть в целом картину, или нужно отходить подальше, или прищуриваться, смотреть как бы на картину в целом, не фокусируясь на детали. И тогда вы немножко начинаете видеть картину в целом, и, соответственно, более понятно становится, как и что у нас расположено, правильно или нет. Вот смотрите, я нижнюю часть убавил, она немножко начала у нас уже похоже быть на девочку. Так, там платьишко еще больше. Волос тут еще больше. Следующий этап, чтобы немножко, опять же, вот от этого цвета, хотя шейку немножко получше можно найти. И руку тоже можно получше найти. Вот, уже немножко начинает, смотрите, выглядываться у нас. Вот смотрите, какой-то с краснинкой цвет у меня хороший получился. Я его сразу начинаю тоже закидывать в лицо. Лоб большой, сейчас глаза будем вверх поднимать. Можно даже бровки немножко уже наметить, чтобы зафиксировать высоту лба. Вот. Тогда нос как будто еще меньше будет. Видите, я вверх еще поднимаю. Прелесть работы через пятна в том, что не нужно попасть сразу точно. Мы постепенно это находим. Губы с запасом закинул наверх, высоко красненьким нашим. Этот красновато-оранжевый еще, мне кажется, сразу можно в щечку закинуть. Сюда можно закинуть. Вот здесь в тень можно закинуть. Вот, теперь. Вот у нас есть уже с вами заброс пятен. Немножко волосами. Я еще контраст делаю относительно лица. Отделяю волосы. Вот. Теперь можно кисточку взять еще поменьше. Сейчас уже такая кисть. Это у нас размер, не знаю какой. Смотрите, все темные я заложил. По пятнам примерно нашел. Следующий этап, который нам нужно найти самый светлый. Самое простое в портрете всегда найти самые контрастные вещи. То есть самый светлый, самый темный. Намешиваю желтый, белый, красный. Получается такой
персиковый, светло-персиковый. И прям грубо снимаешь. И довольно-таки грубо закидываю на часть, где лоб, часть, где щека. Пока одним цветом, в принципе, хотя видно, что лоб чуть темнее, например. Но у меня сейчас я беру не самый светлый цвет, он такой вот относительно белый, видите какой. Поэтому можно им прям все цвета заложить, чтобы понимать по размерам. Но в целом это уже по размерам как будто бы близко. Шея, на шею тоже попадает. И чуть на руку там попадает. Рука у нас начинается где-то здесь. Так, другая рука, чуть-чуть там намек виден. Дайте тоже дадим. Хотя, может, мне не нужна. Вот я сделал цвет тень. Так. Теперь уже можно более точно в каких-то моментах немножко еще поработать. Чуть-чуть здесь. Чуть над глазами сделать свет местами. Не спешим в детали, максимально прорабатываем крупные пятна, потому что детальки нас сразу заставляют верить в то, что есть. А нам пока верить не во что, потому что еще ничего нет. Прошло у нас 13 минут. Шейку немножко закругляю. Тень. Вот это четко, контрастно идет по подбородку. Здесь тоже. Здесь тоже. Ну вот потихонечку, смотрите, она немножко начинает выстраиваться у нас. Пока очень упрощенно. Вот на этом этапе, последнее время, я сразу начинаю накидывать различные интересные цвета. Например, беру голубой. Пачкаю его немножко моей грязной кистью. И кое-где в волосах добавляю его. Потом, например, оранжевый. Тоже в волосах. Кое-где его добавляю, где, кажется, он будет хорошо. Потом можно синий взять с бордовым. Добавить куда-то в темный его. То есть вот эти вещи можно, в принципе, сразу сейчас позакидывать в те места, где вы уверены, что, например, волосы, для того, чтобы уже было такое разнообразие по цветам, по оттенкам. И теперь кисточкой даже можно, наверное, взять поменьше, или ладно, пока этой большой буду работать. Поищу уже более детально глаза. Кисточку протер об тряпку и погнал. Накинул пятна глаз. Довольно грубо пока что. И все-таки кисточку возьму поменьше. И добавлю чуть-чуть глазки по форме подетальнее. Опять же, тут еще рановато прям пытаться в детали уйти, поэтому не спешите как-то там прям детализировать и время на это тратить лишнее. То есть детализация будет оцениваться тем, сколько вы времени тратите. То есть если вы сильно зависли на одном месте, это значит, вы уже начинаете пытаться детализировать, это не надо делать. Если, как я сейчас нос, например, сделал довольно-таки быстро, там, одним-двумя мазками, но как будто детальки появились, это окей. Но если вы начинаете его мучить и выискивать детали, это уже, значит, лишнее. Сейчас это не нужно. Чем вы больше проработаете вот в таких вот крупных пятнах, не будете переходить к деталям, тем, соответственно, будет более точно, особенно по тонам, да и по формам тоже. Я уже, смотрите, губы накинул. Светлая, темная, нижняя губа еще светлее, и буду делать ее с беленьким. И захотелось сразу же розоватый вот этот вот цвет. Вот прям много уже краски. Уже еще захотелось накинуть света сразу же. Что это дает? Это дает большее, лучшее понимание по пятнам, на месте ли они или нет. Хотя они, кстати, там как будто с желтым прям цветом. Сейчас попробую с желтым сделать. И уже более густо работаю. Но опять же, к густоте тоже не спешите идти. Я уже сейчас просто такой
почувствовал как будто некую уверенность в пятнах, в формах, в размерах. Поэтому уже делаю это более пастозно. Мешал вот такой на лоб. Он такой какой-то теневой. И этот цвет есть немножко где-то здесь. На переносице немножко есть. Чуть-чуть, может быть, здесь. Чуть-чуть здесь тени. Так, свежим взглядом окинув рисунок, вижу, что хочется более красочных каких-то вещей уже сейчас добавить. Оранжевый прям яркий намешиваю с красненьким. И хочу подобавлять там, где у нас со светом граничит лицо. Вот этого оранжевого хочу добавить. Вот сразу как интересно. Где-то такой же на волосах местами можно. Где-то на шее. Где-то на руку. А вот тут, чтобы у нас контраст был на волосах, мы сделаем темный какой-нибудь. Так, а я какой хотел? Более холодный. Вот такой какой-нибудь, да? Да, вот такой. Волос у нас заканчивается где-то здесь. Возьмем какой-нибудь более яркий, не знаю, голубой. И чуть-чуть срастим. Так, чуть-чуть сделал перерыв. Сейчас по деталькам будем доправлять. Так, ну вот тут я решил все-таки добавить деталек немножко. Такая вот тонкая кисть. Которая позволяет очень тонкие длинные линии делать.